Всем привет! Меня зовут Владислав Мясников, и я практик китайской метафизики с 15-летним стажем. И сегодня мы поговорим о такой теме, как мифы в фэншуй. Правда или миф? Фэншуй – это не про лягушек, аквариумы и красные кошельки. Давайте же разберем 5 фактов и 5 мифов, которые вы могли знать или не знать. Итак, у меня в руках список на телефоне, который ласково нам подготовил ChatGPT. Сейчас мы посмотрим, правда это или миф. Начнем с первого. Окна на юг приносят богатство. Это миф. Окна на юг приносят много солнечного света. Окна на юг хорошо иметь с точки зрения фэншуй, потому что вы получаете таким образом хороший вид, скорее всего, на юг, если он у вас есть. Но непосредственно богатством это не связано. Итак, номер 2. Положение кровати влияет на здоровье. Это правда. В среднем мы проводим 7-8 часов во время сна в кровати. Соответственно, приблизительно треть нашей жизни мы проводим во сне, восстанавливаясь. И поэтому очень важно, где находится кровать и в каком направлении она развернута. С точки зрения фэншуй мы стараемся находить наиболее благоприятные места для спальни. И уже внутри спальни мы ищем наиболее благоприятную позицию для кровати. Таким образом, чтобы ци или энергия на этом месте способствовала отдыху, восстановлению сил и долголетию. Номер 3. Аквариум с рыбками помогает привлечь богатство. Это миф. Вода в фэншуй очень важный фактор и традиционно связана с привлечением богатства и с энергиями денег. Однако, так как вода это ян, это активность, и если мы привносим эту воду в интерьер, то очень важно понимать, где мы размещаем эту воду, как она выглядит и когда мы это делаем. То есть в данном случае фонтанчик будет работать лучше, чем аквариум. Потому что аквариум с рыбками, если он закрыт, он не является для нас водным объектом, который активирует. То есть он должен быть открыт, и он должен быть определенной глубины, не менее 50-70 сантиметров. И вода должна быть чистой, и она должна там бурлить. Не так важно, есть ли в нем рыбки, или красивый он или некрасивый. Важен просто фактор от того, что это вода, и она там есть, и она бурлит. Таким образом, если она находится, например, в каком-то правильном секторе возле стены и запущена в правильное время, то такой аквариум действительно может быть фактором, который повышает наши шансы на увеличение дохода, возможностей и opportunities. В 95% случаев аквариумы не являются объектами, привлекающие богатство. Это декоративная, красивая такая история, которую люди ставят куда-то там, куда получится, и, соответственно, такой аквариум не будет работать на благо жильцов. А иногда аквариум, который запущен в неправильном месте, может произвести обратный результат и привести к каким-нибудь не очень хорошим последствиям в той или иной сфере жизни для жильцов. Номер 4. Плохой фэншуй может убить человека. Это в принципе правда. Дело в том, что фэншуй это энергии внешнего окружения. И они представляют приблизительно 35% того, что влияет на нашу жизнь и на нашу удачу, на наше самочувствие, на наше здоровье. Соответственно, если поместить человека в крайне негативную формацию снаружи, а также внутри, то со временем такой человек, естественно, может испытать проблемы со здоровьем, физическим, ментальным, и это может привести к серьезному ухудшению его, скажем так, удачи и потере жизненных сил, что в свою очередь может привести его к каким-нибудь печальным последствиям. Поэтому мы не говорим, что фэншуй может напрямую убить, он, конечно, так не делает. Но косвенно, через некоторое время, он действительно может привести человека к какому-нибудь тяжелому заболеванию, например, и, соответственно, потом к летальному исходу. То есть очень много, например, онкологии, которой болеют люди, часто связано с плохим фэншуй, с аффлектированным тем или иным сектором или с сильным ша, который находится снаружи, например, дома. Например, это какие-нибудь шумные эстакады, motorways, это могут быть вышки ЛЭП, это могут быть какие-нибудь подземные воды или метро, которое проходит под вашим домом. Это могут быть какие-нибудь свалки, разрушенные здания. Или комбинация этих, скажем так, негативных формаций усиливают
очень сильно риски и фактор того, что человек может заболеть и с ним может произойти какое-нибудь несчастье. Номер 5. Красивый интерьер равно хороший фэншуй. Ну, это миф. Красивый интерьер радует глаз и, безусловно, связан с комфортом, с удовольствием, с эстетикой, но в 95% случаев он не имеет отношения к фэншуй. Несмотря на то, что то физически, где у нас находится, скажем, рабочий стол, диван или кровать, или плита, или входная дверь, или, там, допустим, окно, имеет большое значение с точки зрения фэншуй, но аспект его красоты или его внешнего вида, материала, из которого сделана мебель, не является фактором, который влияет напрямую на фэншуй. То есть мы считаем, что это где-то 3-5%. Иногда мы используем натуральные материалы для того, чтобы усилить ци в том или ином направлении, либо использовать его, чтобы сгладить дисгармонию в том или ином углу. Например, мы используем керамику или камень, либо мы используем металл, либо мы используем энергию дерева и ставим какие-нибудь комнатные растения. Один из примеров: деревянная кровать лучше, чем металлическая. То есть технически хороший фэншуй может быть в совершенно пустой комнате. У вас может стоять один стол и может быть стул. Все. Технически это все, что вам нужно, чтобы сделать какой-то очень крутой фэншуй. Вся остальная мебель, она опциональна. То есть если вы, конечно, спите в этой комнате, квартире или доме, то это и имеет смысл, где вы расположите спальное место. Но если, например, это офис, то там достаточно просто иметь стол, стул и дверь. Все. Номер 6. Фэншуй – это навсегда. Один раз сделал и живи спокойно. Well, это миф. Unfortunately, в этой жизни ничто не навсегда, но есть методы и есть техники, которые рассчитаны на долгий срок, например, на 20, 30, 60 лет процветания, и есть техники, которые рассчитаны на более тактические улучшения, там 1-2 года, либо же, например, месяц. Соответственно, фэншуй – это такая технология, которая позволяет вам подобрать решение для вашей ситуации, в зависимости от того, какой горизонт планирования у вас есть, сколько времени у вас есть в запасе и какой вы хотите результат на долгий срок, либо на краткосрок. Аналогия такая: чем дороже проект, чем больше вы в него вкладываете сил и чем для вас он важнее, тем больше значения имеет какой там фэншуй. Например, если вы покупаете дом или проектируете дом, строите его для своей семьи, для того, чтобы основать свою династию, для того, чтобы продолжить свое дело на многие десятилетия и передать это своим потомкам, то в таком смысле фэншуй, конечно же, имеет огромное значение, потому что вам нужно заложить правильные основы на десятилетия вперед. И с другой стороны, если вы арендуете квартиру, вы арендуете, допустим, на 2-3 года, и вы понимаете, что конкретно в этой квартире вы хотели бы, чтобы у вас улучшился аспект жизни, скажем, финансов, либо, допустим, поправить здоровье, вы можете, соответственно, применить техники фэншуй для достижения конкретно этого аспекта своей жизни в рамках этих 2-3 лет, когда вы живете в этой квартире. И затем переехать в новое жилье, и уже у вас будет другой фокус внимания. Магия и прелесть фэншуй в том, что мы объединяем два метода, как бы долгосрочное планирование и краткосрочное. То есть мы держим в уме большую картинку, то есть большую идею, куда мы хотим прийти, какую жизнь мы хотим, как мы хотим улучшить качество нашей жизни, но на тактическом уровне мы понимаем, что наши ресурсы ограничены, поэтому мы сейчас хотим выжать максимум из той ситуации, которая у нас есть. То есть, например, конкретно в том жилье, которое у нас сейчас есть, мы можем сделать какие-то улучшения, которые, возможно, на год-два дадут нам всплеск ци, дадут нам волну удачи. На волне этой удачи мы прыгаем еще выше, у нас, допустим, получается, либо мы находим новую работу, либо наш бизнес выходит на другие обороты. И мы, соответственно, переезжаем в другое жилье, где мы можем расшириться, да, где у нас появится больше ци, больше возможностей, больше пространства. Таким образом, мы как бы степ-бай-степ применяем этот метод, мы держим в уме большую цель, но тактически мы делаем то, что мы можем улучшить здесь и сейчас, учитывая контекст времени и, конечно же, контекст пространства. Номер 7. Фэншуй универсален. Один совет подходит всем. К сожалению, это миф. Или к счастью, иначе это было бы дико скучно. Фэншуй принципы, они универсальны. Для
в принципе, любой ситуации, для любого янского дома, можно так сказать. Неважно, это офис, это коммерческая недвижимость или это жилая недвижимость. В северном полушарии мы наследуем какие-то одни правила. В южном полушарии эти правила будут немножечко отличаться, но в целом, в принципе, фэн-шуй, они более-менее одинаковы для всех людей на планете, независимо от расы, вероисповедания, континента, значит, и так далее. Но контексты, конечно, разные, и у всех людей разная карта рождения, разная судьба и разные запросы, разная ситуация в жизни. Соответственно, мы тейлорим фэн-шуй к конкретному человеку и к той ситуации, которая возможна на данный момент. То есть, условно говоря, к тому набору техник и набору, скажем так, методов, которые мы можем применить здесь и сейчас. Соответственно, этот индивидуальный подход – это ключевая фишка консультирования по фэн-шуй, что мы находим самое лучшее, что может сработать именно у вас, и мы стараемся делать только то, что имеет смысл. То есть не пытаться просто чекбоксиками, да, набрать по списку, чтобы все совпадало по книжкам или как-то выглядело как идеальный фэн-шуй, что идеального фэн-шуя не существует, но мы скорее акцентируемся на 2, 3, 5 важных вещах, которые реально могут помочь вам решить ваши задачи, помогут вам приблизиться к вашим целям. И уже отталкиваясь от этой ситуации, мы дальше применяем другие техники, которые помогают достичь следующих целей. То есть мы не мешаем это все в одну кучу, а фокусируемся точечно на нескольких корневых причинах. Применяем противоядие, применяем какие-то техники к этим причинам, получаем результат, двигаемся дальше. В этом идея. Номер 9. Место стола влияет на карьеру. Это, в принципе, правда. Но здесь важно уточнить, что в первую очередь вы сами влияете на вашу карьеру, ваши мысли, слова и действия. Затем ваш менеджер, руководитель, либо ваши клиенты. И только в третью очередь это фэн-шуй или расположение стола, его, например, угол, да, то есть направление, в котором он направлен, фасад стола. Это все имеет значение, да, потому что мы получаем ци от входной двери. И важно, чтобы эта ци была процветающая, важно, чтобы она была полезной, чтобы она нас поддерживала. Соответственно, чем больше энергии мы получаем на рабочий стол, и если эта энергия благоприятна, то тем больше у нас будет проявляться возможностей в нашей карьере, и тем увереннее мы себя будем чувствовать. Нам будут приходить классные новые идеи, мы будем чувствовать себя увереннее, сильнее и оптимистичнее. И сможем легче достигать результата, сможем больше влиять на процессы. С другой стороны, если мы получаем плохую ци на рабочий стол, то вы тоже это заметите. Через какое-то время у человека обычно начинается какая-то апатия, понижение мотивации, сил, раздражительность. Такой человек может совершать ошибки, эти ошибки замечает руководство, и постепенно создается кейс для увольнения. Таким образом, лучше избегать негативных мест для положения стола и стараться управлять своей удачей тем, что вы сами выбираете, где ваш рабочий стол будет находиться. Если вы работаете в офисе, где у вас много столов, и вы можете какой-то из них выбрать, то старайтесь выбирать тот, который получает больше ци. Например, тот, который находится напротив лифта или напротив дверей, напротив входа. Таким образом, вы будете получать максимум ци. Но, конечно же, следите за тем, чтобы у вас была поддержка за спиной, чтобы за спиной у вас не сидел какой-нибудь коллега, и у вас была, например, сзади стена. И у вас был достаточно широкий обзор и свобода слева и справа. Таким образом, такой стол мы считаем, с основных принципов фэн-шуй достаточно успешным. То есть у вас будет защита, поддержка, вы будете чувствовать себя более уверенно, вы не чувствуете опасности, потому что вы видите дверь, вы видите проходы, к вам начальник не может подойти за спину и подсмотреть, что вы делаете. И с другой стороны, вы получаете максимум ци из вот этой вот входной группы или лифтовой шахты, которая находится приблизительно напротив вашего стола. Да? То есть это считается идеальная позиция. Таким образом, вы растете и развиваетесь в карьере максимально быстро, и вас замечают, что очень важно в больших корпорациях. Последний пункт в нашем списке, номер 10. Переезд может резко изменить вашу жизнь. Это правда. В моей практике есть множество случаев, когда люди существенно улучшали свою жизнь или даже сохраняли свою жизнь благодаря переезду в правильное время, в правильное место. Часто, когда мы не можем изменить плохой фэн-шуй, например, внешнее окружение, единственная опция, которая у нас остается, это переезд.
как бы мы ни были привязаны к нашей квартире или офису, это решение часто непростое, но, как правило, это приносит самые большие результаты, самые мощные прорывы, когда вы действительно делаете это. Вы получаете мощный такой приток ЦИ, приток новой удачи, и на волне этого драйва, этой новой удачи у вас появляется новое понимание, новое видение своей ситуации. И, соответственно, больше энергии для того, чтобы расти дальше и либо изменить вектор своего направления. Лайфхак. Часто, если вы понимаете, что прямо сейчас у вас нет возможности сменить квартиру, комнату либо дом и переехать в лучшее место по фэншуй, вы можете сделать такую тактику. Вы можете найти какого-нибудь друга или родственника, у которого хороший фэншуй, и приехать пожить у него, например, там дней 7, 8, 10. Таким образом, вы уже напитаетесь этой витальной силой, и у вас появятся новые идеи и вдохновения для того, чтобы улучшить свою жизнь. То есть вы уже можете сделать это своей активацией, своей демо-версией, своей MVP новой жизни. Похожим образом на нас влияют поездки в отпуск. Например, когда мы бронируем отель на 7-8 дней плюс в какой-нибудь новой стране, новом городе, желательно выбирать места с хорошим фэншуй, будь это Airbnb или отель. И тогда вы можете тоже использовать это как некую активацию, как некий трамплин, чтобы получить больше ЦИ, больше удачи. И уже из этого места делать какие-то рассылки, искать новую работу, работать с клиентами, расширение бизнеса, либо придумать какие-нибудь гениальные идеи по маркетинговой стратегии. Все это будет помогать вам расти. В моей практике переезд — это моя любимая, скажем так, техника для того, чтобы улучшить фэншуй и улучшить свою жизнь. И так как сейчас много людей, которые называют себя digital nomads, да, кочевники цифровые, которые переезжают с места на место в поисках лучшей доли, другой юрисдикции, и либо интересной какой-то новой жизни, новых клиентов, возможностей, то эта техника максимально идеально подходит людям, которые часто путешествуют, которые часто переезжают. То есть это способ как бы напитываться хорошей энергией и дальше двигаться в новое направление. То есть это максимально, я бы сказал, быстрый способ улучшить свою удачу с помощью такого как бы трамплина и прийти к своей мечте поэтапно, постепенно повышая свою удачу. Важно, что переезд может действительно резко изменить вашу жизнь. Есть способ более плавного изменения и есть способ более резких изменений. Если вам не терпится резко улучшить свою жизнь, у вас нет времени ждать, у вас нет такой возможности, то это один из лучших способов, одна из лучших техник, которые могут быстро переместить вас из точки А в точку Б. Итак, мы рассмотрели 10 фактов о фэншуй. Я надеюсь, эта информация была вам полезна, и вы теперь немного лучше разбираетесь в этой теме. Буду рад ответить на ваши вопросы и комментарии. Пишите, подписывайтесь на мой канал, и всем хорошего фэншуй. Спасибо, с вами был Влад.